Как это сделано? Российская винодельня. Виноделие – это древнейшая традиция, которая насчитывает более 7000 лет. Винодельческие хозяйства строят по всему миру, и мы решили узнать, как создать винодельню, которая обеспечит хороший продукт. Краснодарский край, Россия. В 5 километрах от Черного моря расположено 300 гектаров бывшего сельскохозяйственного угодья. В климате с сухим летом и дождливой зимой решено построить современную винодельню. Но прежде чем посадить виноград, необходимо подготовить почву. Бульдозер разрыхляет землю, поднимая крупные камни для удаления. Поверхность должна быть однородной, поэтому ее разрыхляют культиватором, разбивая землю на мелкие фракции. Тем временем агрономы создают карту посадки сортов винограда. С помощью GPS-устройства проект переносят на натуру, чтобы точно рассчитать площадь под каждый саженец. Посадку производят весной. Корень растения помещают между двумя зубцами так называемые вилки и погружают в землю на глубину 25-30 сантиметров. В сухой сезон агрономы увлажняют корни с помощью гидробура. Металлическую трубку погружают в землю и подают воду в зону роста. Кроме этого, устанавливают поддерживающую шпалеру. Железные столбы погружают в землю на расстоянии 5,5 метров друг от друга. Сквозь каждый столб проходит несколько металлических проволок для поддержания будущих кустов. Несколько раз за сезон саженцы обрызгивают специальным лекарством для повышения иммунитета растений. На винодельне не используют гербициды, поэтому машина-культиватор рыхлит землю между рядами, уничтожая сорняки. Но саженцы обрабатывают вручную. За сезон сотрудники обработают 280 тысяч кустов. Агрономы корректируют рост побегов. А когда ствол саженца обретает постоянную форму, его крепят к железному пруту устройством, похожим на степлер. С вашим экраном все в порядке. Просто для отслеживания температурных изменений агрономы используют тепловизор, который показывает, где требуется полив, и собственную метеостанцию для фиксации скорости ветра и осадков. Если выращивать только виноград, почва быстро придет в негодность. Поэтому между рядами сажают смеси из злаковых и бобовых культур. Это сохраняет полезные свойства земли для будущих поколений. Чтобы каждая ягода получила достаточно микроэлементов, на одном кусту должно быть не более 2 килограмм. Поэтому агрономы уменьшают количество гроздей. Выращивание первого урожая длится около 3 лет с момента посадки. Наконец, спелые ягоды собирают ранним утром в прохладе и сразу отвозят на винодельню. Там урожай охлаждается до 5 градусов за 24 часа. Далее охлажденный виноград попадает на селекционный стол для удаления листьев и поврежденных ягод. После отбора виноград поступает в гребнеотделитель. Свободные от гребня чистые ягоды загружают в аппарат для приготовления вина. В него добавляют дрожжи и задают параметры брожения. Процесс приготовления занимает от пары недель до месяца. За это время на поверхности бродящего сока образуется шапка из виноградной кожицы, которую регулярно перемешивают с суслом. После брожения вино отделяют от кожуры и косточек. И уже после этого сливают в дубовую бочку с определенной плотностью и обжигом древесины. Через ее поры кислород проникает в вино, обеспечивая правильное формирование ароматических и вкусовых качеств. На территории винодельни находится лаборатория, сотрудник которой берет образцы вина на проверку физико-химических показателей. Чтобы вино не испортилось после вскрытия бутылки, проверяет уровень кислотности и содержание микроорганизмов, которые влияют на качество и срок хранения продукта. За 1,5 года в бочке вино пройдет свыше 100 тестов, прежде чем его отправят в цех розлива. Когда вино в бочке достигает оптимальных показателей, ему придают товарный вид, убирая лишние танины и осадок. Стабильное отфильтрованное вино можно разливать по бутылкам. Пустую тару выставляют на конвейер.
Струя чистой воды ополаскивает стеклянную поверхность, удаляя механические частицы. Нельзя допустить контакта с кислородом, иначе вино окислится. Поэтому аппарат создает в таре вакуум и запускает азот. Чистые бутылки наполняют вином. Наполненная тара отправляется на укупорку, где аппарат вталкивает корковую пробку в горловину, и бутылки уезжают на накопительный стол. Сотрудники винодельни отвозят бутылки на предпродажную выдержку. Через сутки пробка примет форму горловины, и вино отправят поставщикам. Это не просто винодельня, а целая экосистема, созданная многолетним трудом для того, чтобы собрать свежие сорта спелого винограда и приготовить натуральный продукт.